Итак, ребят, всем здравствуйте. Возможно, не всем, и тем не менее. Сегодня у нас расклад на тему, как прошли ваши ритуалы на последнее полнолуние. Кто где работал, кто что делал, вы сами знаете. Определяйтесь с вариантами. Земля, вода, воздух, огонь. А пока вы это будете делать, я выложу карты на каждый вариант. И, ребят, смотрите, ввиду того, что происходит в последнее время, да, так сказать, дни праздничные, ой, участились одни и те же запросы, да, от вас по поводу деструктива. Есть, нет, какой и тому подобное. Короче говоря, делаю акцию, продлится она у меня 2 или 3 дня. В своем телеграм-канале я еще кину объявление по этому поводу. Для кого это актуально, пишите мне в личку. И там буквально будет, вот реально, какой негатив есть или нет. И, ну, знаете, без копаний вглубь, короче говоря. Почему? Потому что у меня есть такие люди, которым просто нужно, ну, для себя обозначить да, нет, нет. Вот для кого это актуально, пожалуйста, обращайтесь. Итак, я думаю, вы уже определились, в принципе, с вариантом. Стихия воздух. Что-то такое интересное от вас идет по вашему ритуалу. А начинать я со стихии огня буду. Вот как-то так. Парам-пам-пам. Давайте же посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Здравствуйте, да? Здесь вы защиты выставляли, здесь работа на погосте, если не на нем, значит, с темными ипостасями богов работали. Но хочу я вам сказать, фиг там. Здесь работа на погосте у кого-то была. Так, это все, конечно, замечательно. Давайте-ка будет у нас эта колода. Не знаю почему, она сегодня к нам хочет ворваться в пространство. Короче говоря, села делать расклад, и с колодами еще не определилась. Хочу сейчас кое-что уточнить. Здесь вы обращались к кому-то из своего рода. Но здесь защиты вы выставляли для себя. Сейчас посмотрим, зашло оно или не зашло, да? Девочки и мальчики, кто не работал на погосте? Вы знаете, хотелось бы мне сказать, что расклад не для вас, но есть еще такой момент, если вы работали со своей родовой системой, ну то есть связь наработана, и вы просто их подключали к тому месту, где вы находились, да, грубо говоря. Либо же их призывали. Ну, здесь хорошо по защитам. А там сейчас посмотрим, что покажут. Защиты хорошие, путают. И еще давайте, да, я так обозначу сейчас, секунду. Там чуть вам не видно, да, всей картины мира. И еще такой момент.
дебилоиды, которые творили хрень с помощью магии, и теперь надеются поставить себе защиты, даже не выбирайте тут варианты. Потому что если вы думаете, что на моем канале нет никаких программ на моих роликах, то вы ошибаетесь. Для вас есть сюрпризы. Даже при просмотре моих роликов я получаю все равно то, что нужно мне. А вы будете получать то, что вам причитается. Поэтому думайте сами, решайте сами. Стоит ли вам сюда вообще приходить и что-то здесь искать и рыть своим носом? Итак, как прошли ваши ритуалы? Ребята, здесь неплохо так. Короче говоря, на защите стоит, давайте скажем, как бы так красиво сказать, чтобы те, кому не нужно было, это не поняли. Здесь стоит такой страж определенный, который был послан. Здесь защита собратом через мертвых. Защита шикарная, девочки и мальчики. Защита интересна. О, здравствуйте, здравствуйте. Здесь работа из света и тьмы вместе. Вы как проводник и тех, и других. Очень быстро сработал ваш ритуал. Ребят, здесь все идеально по этому варианту. Что бы вы там ни делали, сработало именно так. С помощью вашего рода. Но здесь не только ваш род. Здесь еще другие силы. Давайте так вообще, как в детском саду, и ангелы, и демоны, да, назову я это так. И здесь, понимаете, такой момент, как будто вот ждали вас. То есть вот определенные силы ждали, когда вы дадите команду фас. Но вы здесь себя и проработали, пардон меня, охренетительно. Не каждому такая будет радость, как говорится. Ребят, ну... Для тех, кто занимается, допустим, таро, да, изучаете, по стандартным значениям, здесь, конечно, можете для себя выловить то, что вам интересно, но я вижу абсолютно другие вещи через таро, поэтому... Уж не обессудьте, я еще раз повторюсь, если не ваше, мимо. Или перезагадайте вариант, или, ну, просто не ваш. Ребят, здесь все прям идеально. Здесь дьявол, звезда, смерть, туз пентаклей и маг. Но я еще много чего бы могла сказать по вашему ритуалу. Хотя давайте-ка я и скажу, ведь даже если кто-то догадается его из деструктивщиков повторить, то их же долбит не по-детски. Здесь вы работали однозначно, ну то есть монеты тут присутствовали, это раз. А ну-ка, сейчас я хочу кое-что посмотреть. Ну вы пробовали что-то новенькое такое. Так сказать, нововведение в вашу деятельность ввели. Давайте я так скажу. Здесь по-любому было обращение к человеку из вашего рода.
Могу сказать, что к женщине. Возможно, даже вы ее знали при жизни, да? И вот она как-то подтягивает, то есть она как будто ждет ваших начинаний, и потом подтягивает родовую систему, еще определенные силы приходят к вам. Она вот вам как защита, щит. И у нее даже там есть свои защиты. То есть, если ваши недоброжелатели попробуют ее даже от вас отодвинуть, ну, а татушечки-то там будет. Здесь кто-то с монетами работал раз, перекрестки могут быть два, хотя не факт. Не факт, но все возможно. И еще с острыми предметами. Но я бы даже не сказала не сколько с острыми. Они вам как в помощь были. Что-то у вас было. Что-то у вас еще было, что как будто, знаете, вот проводник силы. Получилось так, что это было проводником вашей силы. Что вы там держали? Смотрите сами. Хочется сказать обапел какой-то, понимаете? Что это было? Глядите, как говорится. И было ли? Было ли, не было? Итак. Ну, здесь по стихии огня даже, знаете, дальше смотреть и нечего. Здесь все идеально. Вот стихия огня у нас молодцы. Девочки и мальчики, здесь смотрите, на хаш, короче говоря, на хаш Таро, и я смотрю по вашим, то есть работа ритуала вашего на данный момент, да, здесь ситуация связана с кем-то из вашей родни, это раз, вы связаны по крови с этим человеком. Здесь королева пентаклей. Смотрите, кто это. Мать, сестра, тетка, свекровь. Кто там еще может быть? Короче, бабища какая-то в свое время, она разрушила много чего в вашей жизни. Вот эта бабища от вас теперь закрыта благодаря вашему ритуалу. Еще она тут вам связь с родом перекрывать пыталась, но тот, кто выбрал этот вариант, как бы, здесь, если бы не она, вы бы и не открыли эту связь, понимаете как? Это из плюсов. Из минусов очень долго и муторно лезла, понимаете? Здесь такие люди, которые делают все, что не попадя, авось сработает. Ну, то есть, поняли меня, да? Ку-ку, малыш, тетя вот такого плана. Вы от этого человека закрываетесь, все, вы от нее закрыты. Вы идете к своим мечтам. Кстати, кто-то из вас встретит свою вторую половину, возможно, достойного, ну, человека ваших вибраций. Не факт, что это партнер, допустим, в личной жизни будет. Это может быть и друг, соратник. Вы здесь будете идти, понимаете, у вас одна мечта на двоих, вы занимаетесь одним делом, и здесь у вас идет стабильность, у вас идет простраивание новых планов,
Знаете, как мне хочется сказать, у вас жизнь поделится на до и после. Ваш род в этом вам поможет. Потому что вы здесь будете соединять определенные энергии в паре. Неважно, опять же таки, я повторюсь, неважно, что это будет за союз. И вы, конечно, много чего сделаете. Тот, кто снимал с себя любовную всякую белиберду, сняли. Если кто делал, ну, может быть такое, кто-то делал на привлечение, хотя тут будет очень мало таких людей, тоже неплохо. Ну, то есть, смотрите сами, если, естественно, мне просто дает второй поток, но я его не хочу озвучивать. Для тех, кто деструктивщики, вот, ну, бегали, кто бегал, кто чудил, даже не хочу сейчас смотреть. Сегодня смотрим именно, вот, знаете, вот, все для нас любимых, как говорится. За них мы посмотрим отдельно. С помощью своего ритуала вы призвали определенную душу создания. Вот мне идет создание, понимаете? Это создание вам поможет с помощью вашего рода решить кое-какую проблему. Эта проблема связана с вашей сердечной чакрой и с любятиной. Помните, я вам говорила за женщину из вашего рода? Вот она очень хорошо содействует этому всему. Она как раз и вызвала это все. Здесь вам связь с родом пытались закрыть, чтобы ваши мечты не сбывались, чтобы вы разбазаривали свой ресурс куда угодно, на кого угодно. Короче говоря, чтобы в ваше пространство притягивались не, знаете, как бы так вежливо выразиться, недоброкачественные партнерские отношения в любви, в работе, в дружбе, в социуме, в общем. Понимаете? Чтобы вы с помощью общения с другими людьми не могли найти стабильность. Не хочется мне всего рассказывать, ребят, здесь очень сильный вариант, и здесь реально не для каждого подойдет, потому что тут такие системы уже запущены, как бы обычный человек, тем более деструктивщик, такие вещи не запустит никогда. Так что стихия огня, у вас просто все замечательно. Если кто переживал, а как, а что, ну вообще ваш ритуал запущен, работает на ура и даже больше, чем вы можете себе представить. Еще ожидайте новостей. Какого плана? Это не то, что к вам постучится, допустим, да, волшебник в голубом вертолете бесплатно покажет кино, ну то есть ваши двери. Здесь будет на иных планах и измерениях к вам посланник, и вы с ним будете вести общение, возможно, заключение договоров. Да, вариантец такой забавненький. Итак, кто у нас там следующий? Давайте стихию воды посмотрим. Как прошли ваши ритуалы? Парам-пам-пам.
Вот по первому варианту, если процентов 20 деструктивщики вторым потоком шли, тут 90. Здесь показано... Эх, мать бы его, как бы ж его так обойти, да, чтобы они не поняли. Ребят, смотрите, по вашему ритуалу для нормальных, работающих личностей над собой, ваш ритуал четко, я вижу, здесь отправляли обрат. Прям обрат такой, знаете, уху, иха, как говорится, да, чтоб уж наверняка вот так вот, ну, зашло по самое не могу в ваших недоброжелателей. Или же здесь показаны деструктивщики, которые наводили всякую белиберду на других людей. Возможно, даже отчасти это и ваши недоброжелатели. Потому что здесь хотелось бы, чтобы вы были не уверены в себе, чтобы у вас там какие-то кармические долги, вы вышли наружу. Сглазы были, скрываются люди. Но опять же таки, давайте сегодня о нас любимых. Вы делали очень долго выбор. Делать либо не делать. Ситуации с прошлым были. Кто со свечами работал, можете и это сюда присоединить. Парам-пам-пам. Итак, ребят, для нормальных, здесь реально отправка обратно вашим недоброжелателям. То есть, грубо говоря, баш на баш. Знаете, вас уже достали, здесь кто-то из вас мог защищать своих детей. Это во-первых. Вас просто уже реально, ну, достали. И достали до такой степени, вот люди неугомонные, понимаете? И здесь вплоть до такого, что человек получает обратно, его наказывают свыше, но он тупо этого не понимает. Это из области, я же здесь из избранного рода, я же здесь все по справедливости творю, понимаете? Ой... Человек просто уже как наркоман от этой магии зависим, его несет, и вас реально достали. Вопросы с прошлым связаны. Вы долго, знаете, как думали, а не нарушу ли я кодекса и поступлю ли я по совести. И тут случилось что-то. И вы такие, ах ты, мать твою, ну держи-ка, сука, теперь то, что мне присылала. Да? Вы делали этот выбор, но послали так послали. Здесь знаете, что еще? Я сейчас уточню. Здесь либо на вашу семью как-то это отразилось, ну вот, либо по детям. И, понимаете, и вы такие, вот реально тут уже у вас шторы попадали. Вот реально у кого-то из вас упали шторы, и вы сказали, да твою-то мать. Да, ребята, смотрите, ваш недоброжелатель сделал какой-то деструктив. Я же говорю, человек не может остановиться. И получается, эта белиберда отрикошетила для кого-то из вас, прям на ребенка отрикошетила. И все. И здесь призыв прям ни одного из сил, ни одного из рода. Здесь прям вы подняли систему целую. И работали не против ни одного человека. Здесь несколько человек, и вы прям... Окей. Да будет так. Сука, сука, блядь. Понимаете, вот... Могу их хуевы. Хрен не видят, как этот мир устроен, понимаете, как все работает. И
паскудят будущему поколению и судьбы. Здесь я хочу вам сказать, ваш недоброжелатель уже залез в такие долги, когда не просто его дети, а для кого-то уже его внуки цепляют вот это вот все. То есть он уже цепляет поколение дальше, понимаете? Его дети будут в расход пущены. Это однозначно. Если дети там у этого человека еще по стопам, здесь больше мне бабу показывают. Если и дети по ее по стопам, ну, порулят, там, ну, получат и они. А вы меня спрашивали в каком-то моем прямом эфире по поводу детей. Я еще раз повторюсь, понимаете, вот те, кто выбрал этот вариант, те меня люди понимают. Здесь вас уже задолбало терпеть, когда на вашего ребенка летит вот эта вся херь, простите меня. И ну, достали, вас реально достали. И вы еще при этом и думали, а по совести ли. И, кстати, ответа, ну давайте-ка я вам ответ пришел. Ответ вы получали от своих из рода. Искали долго ответ, подбирали ключи, сомневались, и тем не менее шарахнули так шарахнули. Ну, ребят, молодцом. Молодцом. Что здесь еще добавить? Пускай, я же говорю, теперь попробуют поддержать то, что они к вам присылали. Если кто чистил из вас ребенка, здесь все окей. Привыкли, блядь, ахинею в своей башке размножать. Я все по справедливости, да что ты? Ну, держи теперь справедливость, да? Подержись за нее крепенько. Нравится она тебе сейчас, справедливость? Твоими методами ответочку держать. Кто загадал стихию воды? Девочки, у меня прям, блядь, внутренний бунт, понимаете? Я вот вас, я вас понимаю, почему вы сделали то, что вы сделали. Поверьте мне, понимаю, как никто другой. Ой, блядь. Колыхать, тарахтеть. Честное слово, блядь. Тут ваших недоброжелателей, ребята, я вам скажу по секрету, рвать этих падалей на мелкие, блядь, части. Здесь уже не гнушаются ничем. Здесь из области тоже. Спросите, делали ли вам тут насмерть? Делали. Здесь даже пытались убить вашего ребенка. Похер как, лишь бы вас устранить, вывести из колеи. И здесь уже умалишенные люди, ну, шизофрения нет. Здесь уже все. Пасочка спеклась, там человека нет. Там сущие управляют и правят балом, как говорится. Если еще там что-то осталось от души, она там, знаете, уже в этом дерьме захлебывается. И если уже вообще не захлебнулась. Итак, давайте смотрим, что там по ритуалу. Здесь обращение было к мужской части вашего рода. Раз. Ох. Так, ну давайте буду говорить то, что вижу. Тяжело, опять же таки, тяжело вам далось это решение, тяжело вы его принимали. И знаете, как вы понимали, что, возможно, таким методом идет как пирова победа. Но сейчас мы будем уточнять. Здесь на помощь вам вышли не только, ну, мужская часть рода, но и женская. Она подтянулась
к этому ритуалу. На сотрудничество с вами. Причем они же еще и определенные силы подключили. Мужичонку какому-то отлетело. Смотрите, если... Здесь не если, здесь рикошет был на вашего ребенка. Вот по ее ребенку и ебанула. Ой, простите, ударила. Причем по сердечной чакре очень быстро, так внезапно. И может что-то и сердцем быть. Могло, да. На физике. Если нет, значит, ну, бедолашка. Человека учат чувствовать. Давайте так скажем. Меня больше интересует не ваш недоброжелатель. Меня больше интересует та сила, которая была подтянута. Здесь работа со светлыми шла. Короче говоря, кто-то из вашего рода. Скорее всего, из женщин. Душа, которая прошла определенное очищение после смерти, и она теперь, давайте, ну, чтобы не совсем так, конечно, не среди ангелов, но пониже, но смысл вы поняли, да? Она за счет своей проработки, эта душа, может подтягивать определенные силы с верхней иерархии. Здесь может быть что-то застарелое с вас снято и отправлено туда. Раз, два, три, четыре, пять. 5 энергий, которые работали по вашему ритуалу. То есть, сами понимаете, да, вы через одного вызвали, короче говоря, за счет ваших проработок, за счет вашего движения. На пути поднятия ваших вибраций здесь с помощью одного вышло аж 5. И знаете, вот как кому-то из рода обращения подтягивается кто-то из рода более высоковибрационный, он договаривается, те договариваются, подхватывают еще кое-что. И там идет работа уже на возврат, как говорится, всего того, что было послано на вас. Это здесь застарелый негатив был. Я же говорю, вас долго к этому подводили. Вот реально долго. Делалась ставка на то, что вы не станете прорабатывать свой 15-й аркан. А вы в него вошли и сказали, ну здравствуй, милый. А оказывается-то я как бы, ну, дружить с тобой готова и нормально все. Хорошо, хорошо. Странно. Тут мне показывают уже то, что у вас было
вас обнуляли, вы пытались почиститься, здесь встревал человек в ваше пространство, нарушал ваши границы, возможно, кого-то в треугольнике втаскивал. Здесь люди как блокировали полностью вас на ментале, не давали вам продвинуться к статусу императрицы. Для кого-то, чтобы вы не вышли замуж, не женились, не были в достатке, чтобы у вас вообще ничего не шло. Я спрашиваю, вот стихия воздуха к нам хочет, да, очень-очень хочет. Я спрашиваю одно, мне показывают то, что привело вас к принятию этого решения. А спросила я, санкционировано ли? Здесь вас выводили, здесь вас просто вытаскивали с помощью ваших недоброжелателей на тот уровень, когда вы должны были достойно за себя постоять. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Становится все веселее. Да, ребят, санкционировано. Можете не переживать. Санкционировано. Вас реально долго мурыжили, прежде чем вы приняли это решение. Ну, я повторюсь на всякий случай. Пусть теперь они попробуют справиться с этой белибердой, которую насылали на вас. Ох, веселушка-то какая там. Знаете, что я вам хочу сказать? Угадайте, кто будет виноват. Не они, конечно же, вы. Это вы наводите деструктив. Это им не прилетает за их ебланство и скотство. Это же вы. Так что будьте готовы. Это, блядь, непрошибаемые люди. И поверьте мне, таких даже смерть не меняет. Так что, как-то так. Давайте-ка посмотрим еще на Хаш-Таро. Хочу посмотреть, что ваш ритуал. Ритуал, ваш ритуал. Что по нему Хашан нам скажет? А что дала? Какую стабильность? Ох, ни хрена себе, ребята. Короче, помните, я вам говорила, что вы обратились к мужской, да, части вашего рода, но потянулась женская. Так вот, это женщина. Это тоже женщина из вашего рода. Душа реально очень проработанная. Возможно, жизнью человека была... Еще при жизни человек очень много чего проработал. И когда душа попала в определенный мир, она очень о вас заботится. Она как часть себя отдать готова за вас. За счет этого она договаривается. И, кстати, за счет того... Вот понимаете, такое впечатление, что вы здесь живые, работаете над собой, а она там поднимается выше вместе с вами. И эта душа вас очень любит. Возможно, вы ее даже при жизни знали. И я хочу сказать, что она за вас раздает таких трандулей. Благодаря ей у вас заключение новых договоров тоже идет. Причем знаете как? Человек при жизни, который не прятал свое мнение, то есть в лобешник, ты скотина, ты падла, и я это знаю, и хрен ты от меня скроешься. То есть, понимаете, человек, который не лез за словом в карман. Человек, который жертвовал собой, особенно ради вас. В вас вкладывался. Здесь не тихоня была женщина, нет. За счет ее вибраций, за счет того, какая эта душа,
она призывает другие силы к вам на помощь. Так что вот так вот. И да, ребят, ну, не у каждого может быть такой защитник. Да, здесь ваши, если переживали, очистились ли? Да, очистились. Еще и как очистились, и к победам вы идете, ключи вы получили, результаты, кстати, уже на данный момент вам видны. Полнолуние все-таки у нас давненько было. Результаты этой чистки, этих результатов уже видны. Здесь с вас мороки послетали. Вы движетесь в правильном направлении. У вас даже какие-то маленькие радости, но были. Пользу людям вы приносите. Здесь вы работаете над собой, и вместе с вами работает та душа. Крадники с вас сняты. И еще очень много чего снято, ребят. И здесь вопросы тоже семейного плана. Здесь деструктивщики по вашему роду. Но помимо этого, сейчас, секунду. Знаете еще, кроме того, что по роду, здесь вас вводили в апатию, в бездействие и в безволие. Крали вашу энергию, крали вашу связь с высшими силами. И здесь перекрытие 7-й чакры полностью было. А как сейчас работает ваш ритуал, ребята? Отменно. Ох, не просто отменно, господа. Я вам хочу сказать так. Изощренненько сработали. Изощренненько. Хорошо работает. Методами ваших недоброжелателей работает. Ой, защищаться пытаются. Ага. То, что вы сделали, разрушило защиты ваших недоброжелателей раз. Все то, что было сделано на вас за все время, пока вы принимали свое решение, собрано воедино и пущено одним, за один удар. Вот вы получали точечно на протяжении долгого времени. А у них будет за один удар вот это все в едином. Только пук. Здесь очень хитрые. Очень хитрые обводные программы. Ну, возможно, попытаются через церковь снять. А ну-ка, сейчас я даже уточню. Тарам-пам-пара-пам-пам-пам. Ну, что я вам хочу сказать? Стихия воды. Девочки, здесь, скорее всего, смотрят те, кто у меня уже... Вот могу сказать, такие вот личности, которые у меня брали курс по защитам. И если нет, то есть, вы просто зашли, как говорится, да, и первый раз видите мой канал и тому подобное, я вам хочу сказать, что шикарно. Господа, шикарно.
Не снимут ни через церковный, ни через христианский эгрегор, ни через кладбище не снимут. Полезут, а ну-ка, если через церковь, то что? Знаете, я вам хочу сказать, что в свое время вам и мертвую воду в еду подливали, еду эту подсовывали. Вот будут проходить через все то, что прошли вы. Все, что сделано вам через христианский эгрегор, через церкви, храмы и все остальное. Пойдут туда, получи, распишись. Пойдут на кладбище, там будет по другой сфере бабахнуто. И там такая проверка на вшивость пойдет, что ух-ух-ух-ух-ух-ух. Я вам хочу сказать, что если вам женщина творила деструктив, да даже если мужчина, там будет просто крышеснос по нижним чакрам. Ну, вот такой затык, видимо, у человека, ему нужно это пройти. Видимо, в свое время он, ну, много где чесалось, да, на этом все там у него было замешано. И, ну, короче, об этом тоже можно долго говорить. Стихия воды, я вас поздравляю, у вас здесь, фух, выдохнули, как говорится. Стихия воздуха к нам просилась, да, просилась. Давайте смотрим стихию воздуха, что у вас тут. Ага, тра-та-та-ра-та-та-та. Там-пам-парам-пам-пам-пам. Здесь вы какого-то разрушителя вызвали. Давайте, если коротко. А что за разрушитель такой, что вы сами там немножечко подиспугались? Не ожидали, что с вами заговорит, да? Выйдет на тесный контакт, как говорится? Аль что? Здесь тоже... Ой, хорошее сотрудничество. Мальчики, девочки, не боимся, не переживаем. Здесь знаете как? Вы попросили определенных вещей, но прежде чем они начнут осуществляться, вас проверили на страхи, на ваши. Поведетесь или нет? Здесь такая персона, которая к вам вышла, она... ну, интересная. Давайте я так скажу. То есть пообщаться любит. И здесь реально проверка на вашу вшивость. Знаете, в каком плане? Доверишься ли ты своей интуиции, либо нет, либо впадешь в свои страхи. А ну-ка, давайте-ка в деталях, в деталях. Ну, вы в итоге все равно, я вижу, что вы... Здесь прям общение с этой энергией на ментале у вас идет. И я вам хочу сказать, что вы страхи свои эти преодолели. Вы как будто вот подключили какую-то определенную свою интуицию через определенную логику, понимаете? Работа с перекрестками у вас могла быть. Ой, хорошо. Здесь, что касается денежек, все сняли. Ну, то есть вам там перекрывали, вы это все сняли, все это закрыто. Кто по вам через перекрестки работал, закрыли вы. Здесь у вас и общение пойдет, то есть новый круг общения, новые люди будут.
по вашим интересам. Но здесь тоже из нижних этажей, как говорится, тот, кто приходил к вам. Ну, реально такой забавный, знаете. Говорит: привет. А вот это или вот это будешь делать, а? А? Сышься или нет? Вот что-то типа такого, понимаете? Здесь сотрудничество с этой энергией, причем на долгосрочных началах. Давайте я вам так это обозначу: стихия воздуха. И видите, она даже вылетала. То есть здесь прям общительная такая энергия. И ой, как интересно. Слушайте, короче, так, ребята, вы-ка настроитесь, я не скажу, что это фамильяр, нет. Здесь что-то посерьезней. Здесь какая-то энергия, которая может с вами сотрудничать. Здесь чистка. Вот кто чистился, вот этот не защитник, не фамильяр, нет. Давайте назовем так: помощник. Вам дали помощника. Он вам поможет в очищении. О, как интересно, слушайте. О. Значит, смотрите. Ваш род — это уже энергия, но это душа определенного человека. Ваш род ее пустил к вам для того, чтобы эта душа вам помогала. Почему я сказала энергия? Потому что душа вот этого помощника ушла давно в мир иной. И она очень долго находилась между. И, видимо, ваш род договорился, говорит: слушай, давай-ка ты сделаешь кое-что, а мы с тобой поделимся, да? Из общего котла. Он говорит: а давайте, поэтому он и хочет общаться, потому что ему это надо, понимаете? Ему нужно выполнить свои обязательства и пойти дальше. Поэтому здесь повнимательнее. Через него очень хорошая связь с темными из вашего рода идет. Вам тут прям надо общаться с этим созданием. Давайте так скажу. И все же, как ваш ритуал? Ой, да отлично. Ну, ребят, там по справедливости все будет решаться. Старое убирается, новые стабильные вещи в вашем пространстве простраиваются. Ох ты, мать честная.
Опа, слушайте, давайте-ка, да, там нормально наводите, в общем, контакт с этим персонажем. Почему? Потому что он вам колоссальную даст защиту. Здесь я вам могу сказать сразу, ребята, те, кто захотят взять ваше, отдадут старицей вам со своего пространства благости, запас определенный. Там, ох, как интересно. Там на вашу защиту будут становиться мертвые души. Вот так вот. Для того, чтобы по справедливости, видимо, отправлять то, что было сделано вам. Он как связующее, которое передает определенным инстанциям о том, что вы в опасности. Вот так вот. Блин, тут, конечно, все индивидуально, но я вам хочу сказать, что этот помощник с вами будет еще несколько лет. Только в 2027 году вы там пройдете свое, он пройдет свое, и то есть, ну, сотрудничество на несколько лет, смотрите, на 6 лет, по сути дела. Будут там еще свои нюансы в 2024. Ну, пройдете, никуда не денетесь. Возможно, его попытаются сдернуть кто-то, этого помощника, но потом все будет нормально, поэтому налаживайте контакт и, как говорится, да, здесь прям предупреждение о нападении на вас. Он, понимаете как, он не защищает, нет, он несет новости от вас к тому, кому надо, и от них к вам. Понимаете? Вот что он делает. Так, стихия Земли, я вас приветствую. Давайте к вам уже будем переходить. Девочки, я не знаю, что это такое происходит, но реально абсолютно другие энергии, абсолютно новый уровень вообще. Здесь какая-то падла, она же мужик, балуется в магии, пытается то сё, чтобы у вас захлопнулось общение с социумом. Это были подсказки извне, и теперь понеслась. Как прошли ваши ритуалы по стихии Земли? Окей, вот здесь вот реально фамильяры. Здесь уже исцеление. Исцеление чего там? Слушайте, тут с вас защиты сдирали. И, короче говоря, вы все вернули на круги своя. Вот что я вам хочу сказать. Здесь сдирали защиты ваши. А снятие защиты равносильно тому, что правильно, это равносильно порче, ребятки. Поверьте мне. Вот что я вам хочу сказать.
определенные силы, но они ж, ну, не глупые, да, создать вот это все. Вот есть, допустим, классная защита. Берет ее один мастер, ставит на себя, который, допустим, там помогает другим, да, то есть по кодексу работает. И второй мастер, который ради денег там имел в виду тот кодекс, как говорится. Вот. И ставит один и второй одну и ту же защиту. То поверьте мне, разница будет колоссальная. В работе защиты одной и той же. И в последствиях ее даже, ну, становления пространства человека. Это для тех, кто хочет, пытается здесь, смотрите, по стихии Земли, кто пытается содрать ваши идеи, скопировать, понимаете? Хочется того, что есть у вас, вот что здесь идет. Здесь и ваше умение говорить, и то, как вы это делаете, как вы договариваетесь, как вы находите общий язык с людьми, как вы находите общий язык с самим собой, как вы дружите с тем же вашим родом, как вы исцеляетесь. Понимаете, здесь еще такое у меня проходит, люди делают и понимают, что вам как бы... ну, насрано на это. И они прям, у них аж белка там, понимаете, шкребет им остатки мозга в черепушке. Вот такие здесь персонажи. И король опять этот, ну вы посмотрите, ну. Ой. Девочки, здесь человек с помощью, кстати, ментальных и астральных влияний, там, а что, так, ладно, это я оставлю так, а по астралу что? Ой, блядь, пытается работать в астрале, ни хрена не получается, короче, так, до свидос, пускай старается дальше. На ментале больше, а куда он там залез, придурок, в астрал? И с кем он там? И что они от него? А он что? Ага. Ага. Здесь еще какой-то неуемный, блядь, господин. Сунулся в астрал, короче, говорит, высшие силы, слушайте, алло, я тут с вами сотрудничать хочу от вас помощи и поддержки. Они говорят, окей, дружище. Давай-ка ты посиди, подумай, ну, приди в себя, вообще осознай, кто ты, что ты, для чего ты и какого хрена ты здесь делаешь. А он такой, а не-не-не-не-не-не-не, я же император, я же должен сейчас быстренько получить результаты. Ну, в общем, я говорила уже о таких персонажах, вы понимаете, что здесь хапуга, понимаете, хапуга. Быдлобой. Говорит, счастье хочу такого, как у нее, у вас. Почему у нее? Мальчики, если вы смотрите, значит, здесь прям мужик какой-то в вашем пространстве. Вот прям императору, понимаете? На самом деле человек очень уязвимый. Он очень... как бы вам так сказать, он очень чувствительный, ранимый. Ему скажи, что у тебя сегодня плохо волосы лежат или уложены, да, там, или еще что-то. Он просто будет мстить вам очень долго. Там, или, к примеру, сказать там, а что ты сегодня там, ну, не знаю я. Не знаю, понимаете, здесь самое элементарное, просто там скажешь человеку о том, что у него там в зубах лук застрял, короче, он на вас обидится. Что вы это заметили, вы ему об этом сказали, ведь он же идеальный. Понимаете, он реально очень обидчивый. Здесь человека можно просто
на эмоциональном уровне очень хорошо зацепить сейчас, достать и тютюхнуть. Вот так вот. Вот этого персонажа от вас, значит, тут закрыли. Он общения с вами хочет и сотрудничество. Ну, здесь вы свою, через любовную магию на волеизъявление ваше пытается и пытался делать, закрывал вас. Ему нужен ваш ресурс, ваше общение. Для кого, если актуально насчет любятины, значит вопрос любятины подключайте. Без разницы, здесь ваш ресурс нужен. Через общение и сотрудничество с вами нужна ваша сила, ваши знания. Именно ваши знания, которые вас привели к тому уровню, на котором вы сейчас находитесь. Но дело в том, что по поводу вашего ритуала на полнолуние. Здесь все, что с сердечной чакры со своей вы сняли. Вот сняли, короче, это все. Но прохождение, короче, как бы так сказать, не совсем прохождение. Здесь может быть, знаете что, нежелание что-то делать, такое вот усталость, мол, полежу, подумаю, помедитирую. В любой непонятной ситуации спать. Здесь через определенное разрушение будут. В самой легкой вариации, если вы на достаточных вибрациях, вы просто будете ходить, спать и отдыхать. И если нет, там чистка будет более глобально идти. Здесь энергия на спад пойдет. Это ваша реальная плата за снятие вот этой белиберды с вас. Поэтому не паникуем. Все идет по плану. Работа с перекрестками, возможно, у вас была. Ну, здесь у вас налаживается сотрудничество с окружающими вас людьми. Ну, ребят, ну туз пентаклей, иерофант, и тут трансформации проходят, все окей. Все, тип-топушки, ваши денежки будут при вас, не переживайте. Итак, смотрим теперь здесь. Ой, я не могу. Ребят, кстати, по поводу вот этих всех, кстати, да, насчет по стихии Земли, вот для вас это будет актуально в вашем случае. У вас может быть еще и женщина с мужским характером, которая вот это все делала с помощью нескольких из составляющих общий ритуал любятины, да, когда делают привязь, приворот, либо отворот, но тут больше приворотная фигня идет. И вот на подавление вашей воли, чтобы вы были рядышком, ваш ресурс можно было пиздить потихонечку себе, понимаете? Вот такого плана здесь может и баба проходить. Если у вас такая, как ее называют, директриса, вот это туда, в копилочку кладите. Ну а так здесь мужичонка, император, понимаете? Я император, я достоин лучшего. А сам на астрал сунулся, короче, такой, с желанием, ну, тут реально не желание, а четкое, понимаете, как я говорила, человек завалился к определенным инстанциям наверху и говорит такой, так, алло, мне надо, организовывайте, давайте, быстренько, хоп-хоп-хоп. Такое, короче, ну, быдло, блядь, честное слово, быдло просто, это холопье неотесанное. Кошмар. Понимаете, это долго рассказывать, какими на самом деле бывают мужчины по карте император. Ребята, поверьте мне, вы у подножья, блядь, Марианской впадины, понимаете, в сравнении с этими мужчинами. Вам еще и хватит ли этой жизни, не факт, чтобы хотя бы до половины дотянуться. Итак, как ваш ритуал? О, по справедливости все, мальчики, девочки.
Ага, вот оно как. Значит так, человек здесь не... В общем так, мальчик попирает все законы морали, если ему светит денежка. Нужно отодвинуть семью, ребенка, окей, фу на вас. Нужно предать кого-то, с кем долго сотрудничал, да пошел ты нахрен, у меня же будут деньги. Понимаете, вот такого плана здесь мальчик, и вы по справедливости ему-то все это и отдали обратно. Теперь, здесь понимаете как? Хочет он этого, либо не хочет, его высшая сила, здесь уже со второй колоды выпадает карта отшельника. Здесь человек, который должен разобраться в себе. И он это будет делать, хочет он этого или не хочет. Девочки, здесь нужны защиты. Защиты темные, сильные. И посмотрите стихию огня и воды. Стихию огня и воды. Вы поймете, почему я вам об этом сказала. Вы все равно возьмете верх над этим человеком. И по стихии земли, девочки и мальчики, я вам хочу сказать, что чем больше человек пытается украсть вашего, ваш денежный канал на себя переключить, вашу энергию, ваш ресурс, ваши знания, тем больше он будет сливать вам все это. И тут еще такой момент, учтите, что всегда есть две стороны у одной медали. Для этого персонажа, когда он будет вас просматривать, эта вся работа ваша будет просматриваться под одним названием «Крадники». И здесь вам нужна защита. Если вы ее как раз и делали, ой, все, спокойно. Если вы как раз ее, ну, понимаете как? Вы ее должны сделать. Здесь еще не все. Здесь еще определенные энергии должны прийти к вам. И вы получите все то, что положено и вам причитается. Вот так вот. По стихии земли. Посмотрите вот те варианты, о которых я вам сказала. Там для вас будут подсказки. Даже не сколько по стихии воды, там косвенно. Ну, то есть не косвенно, не все вам. А вот стихия огня, это как раз тот вариант для вас. Так что вот такая была интересная у нас сегодня сказка. Да? Пишите мне ваши комментарии. Реально энергии крайне интересные и забавные. Почему? Потому что, как говорится, пока какие-то собаки лают, караван идет. И больше информации идет по внутренней структуре для вашего понимания, как все работает. Вот так давайте я скажу. По недоброжелателям там отдельно посмотрим. Я даже уже знаю, кто из моих каверенток вот закажет для себя стихию земли. Просто, ну, вот это императору, это реально и смех, и грех. Вот смотреть на таких недомужчин. Это люди, которые сами себя ниже плинтуса по факту опускают своими решениями, даже фразами, поступками, недопоступками по факту. Здесь кто-то любятину себя снял из вас, отличненько. Вот так вот. Солнце и туз жезлов для всех нас адекватных, всем остальным, как говорится, флаг в одно место, поезд навстречу. И доброго пути. Ребят, на этом буду заканчивать. Пишите еще раз, наверное, второй раз уже говорю. Пишите ваши комментарии, пожалуйста, как у вас все проигрывается. И, собственно говоря... да нафиг, пусть будет так. И, собственно говоря, я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.